Хранение миниатюр мы уже с вами обсудили, видос уже есть на канале. Сегодня будем говорить о хранении краски. Я считаю, это даже еще более важно, чем хранение миниатюр. Потому что с миниатюрами, чтобы с ними что-то случилось, нужно, чтобы они очень долго стояли где-то под прямыми солнечными лучами, в холоде. Тогда да, у них будут проблемы. С краской немного другая история, потому что краской вы пользуетесь, на краску влияет очень много факторов, и очень много факторов могут ей навредить. Тепло, солнце. Сегодня поговорим об этом, как хранить их правильно, как храню их я, если вы еще не видели. Ну, сегодня разберем вообще, если даже и видели, расскажу, как храню краски я и как я это вижу. И все сегодня о хранении красок, поэтому присаживайтесь поудобнее и запоминайте. В отличие от миниатюры, краски я считаю, я храню в лучших условиях. Они у меня, смотрите, так все красиво стоят. Тут цитаделевская краска, тут PNZ. Кстати, вот очень удобно хранить краски вот в этих вот штуках, ну, то есть сами коробки. Они так вот и были в коробке, вы просто эту пластиковую ерунду не выбрасываете, формочку, а храните краски прямо в ней. Это очень удобно и альтернатива для полочки. Тут я храню такие краски, то есть Валехо, тут Пацифик, тут вот звезда идет по стеночке. Не о красках сегодня речь, точнее о красках, но именно о их хранении. Краски у меня хранятся, видите, здесь у меня уже стенка и там балкон, как я уже и рассказывал в одном из предыдущих роликов. И получается, это середина комнаты, у меня стол стоит посередине комнаты. И это очень хорошо, то есть окно с той стороны, оно достаточно далеко, может в 1,5 или даже в 2 метрах от сюда. Батарея также находится где-то в 2 метрах от стола и от краски. Краска в темноте, достаточно, видите, такое тут темное место получается. В темноте, не в тепле и не в холоде, я считаю, это очень хорошо. Вся краска, что у меня портится, она портится либо потому, что это цитадель, потому что, как вы знаете, из этих баночек постоянно краска сохнет, или какие-то другие условия повлияли на краску. Но когда она хранится у меня здесь, все, в принципе, гладко, с проблемами я еще не сталкивался, поэтому кто вот не знает, как хранить, можете взять мой способ на вооружение, а дальше я расскажу вам об альтернативах. И первое, что самое главное, храните краски подальше от холода и от тепла. От холода в первую очередь, потому что от холода миниатюры портятся очень сильно. Миниатюры, краски, конечно же. Краски портятся очень сильно, они превращаются в кашу, ими будет невозможно пользоваться впоследствии. Как вы знаете, краски не надо заказывать зимой, у меня об этом тоже был ролик на канале. Не надо заказывать краски зимой, потому что они портятся, краска очень резко реагирует на холод. И, ну, в принципе, можно заказывать, но на свой страх и риск. Большая вероятность, что вам придет каша, и такой краской пользоваться будет просто невозможно, как вот про мой белый цвет, про который я показываю в своем каждом видео от Цитадели, который просто с течением времени превратился в кашу, с течением очень короткого промежутка времени. Поэтому делайте свои выводы и в первую очередь не заказывайте и не храните миниатюры где-то в холодном месте. Не в холодильнике, не рядом с окном и не на балконе, это точно. Что касаемо тепла, держите миниатюры подальше от батареи и, я думаю, от прямых солнечных лучей тоже. То же самое, что и касаемо моих миниатюр, ну, всех миниатюр в целом. Хранить подальше от солнца и тепла, потому что, опять же, два таких фактора, которые влияют очень сильно на, в принципе, все. Если будет очень жарко, красочка, опять же, может потерять в своих свойствах. Что еще с ним может произойти? Да я даже не знаю, будет сильнее расслаиваться и впоследствии может, опять же, превратиться в неюзабельную красочку, которую будет невозможно пользоваться, и ее только придется выкинуть, и все. И, соответственно, выкинуть деньги, а краска, как вы знаете, сейчас не дешевая. Хранить ее можно на полочке, на столе, главное, чтобы у вас стол был, опять же, подальше от источников тепла и солнца.
И хранить их можно, да, просто как я вот на полочке в этот раз, не как с миниатюрами, так вот хранить их можно. В принципе, плевать, они там пылятся, не пылятся. Это же просто краски, вы их все равно со временем выкинете и используете. Это просто расходник, красочки, о них можно не так заботиться, как о ваших миниатюрочках, да, которые вы покупали за свои кровные. Поэтому краску можно хранить спокойно прямо на столе, в каких-то, быть может, формочках, всевозможные есть там для ручек, например, вот всякие формы. Можете поискать в каких-нибудь магазинах для кухни, магазинах для дома. Должны быть какие-то, не знаю, пластмассовые формы, в которые можно поставить свои краски. Либо хранить их прямо в вот этих вот формах, как вы их и покупали, если вы покупали Paint Set. Либо какой-то, не знаю, покупайте, я видел у Цитадели есть какой-то сундук специальный с разделами под краски. Также я видел, как альтернатива решения вот было, в общем, стол есть, а есть штуки, продаются в интернет-магазинах, в которые прям ставятся краски, просто из дерева такая подставочка под краски тоже, я считаю, удобно. Это, мне кажется, это тоже прям супер удобно. Ее даже можно поставить не так, чтобы у меня краски занимают тут, ну так, не очень много места, но и в то же время их можно поставить и очень компактно, более компактно. Если сделать какие-то ступенчатые какие-то держатели, такие маленькие полочки, в которых будет в каждой ячейке стоять краска, такая полочка отдельная для красок, не просто полочка обычная, а бывает прям вот вертикальная и хорошая. Тут опять же тем очень много кто пользуется, и это круто. Но если вы не хотите тратить лишние, там, не знаю, несколько тысяч на специальную полочку для ваших 5 цветов краски, то, конечно, просто храните ее вот так вот и не парьтесь. Просто знайте, что влияет сильно тепло и влияет сильно холод. Понимайте это и берите себе на вооружение и храните по своим возможностям. Есть чуть-чуть деньжат, ну прикупите себе полочку, чтобы все на столе было эргономично, удобно, под рукой, чтобы вы просто, вот опять же, у меня, вот что и минус, да, вот сейчас я подумал, полочка, когда ты просто вот видишь цвет, он уже вот так вот, все перед тобой, ты просто его берешь и все. А у меня тут надо искать, выискивать в этой достаточно темной полочке, где тут нужный мне цвет, выискивать среди них, а так у вас все будет на виду, взяли цвет, быть может, да, полочка даже будет удобнее. Я сам какое-то время думал о полочке, но потом просто волной другие проблемы меня накрыли, поэтому не до полочки сейчас и не о раздумьях о ней, поэтому пока храню миниатюры так, мне все нравится, менять в ближайшее время, думаю, я ничего не буду, потому что хоть это, да, быть может, какие-то есть тут минусы, что не очень удобно, да, но все равно достаточно удобно, под рукой, стол у меня небольшой, я достаю до всего, беру краску и все. Подстраивайтесь под такую же какую-то, под свое удобство, как вам удобнее, сдержать в баночке, может быть, здесь, или может где-то в какой-то вот подставке, в специальном какой-то контейнере, где вы будете брать их и доставать. Но напомню уже 700 раз за это видео, что да, наблюдайте, всегда перемешивайте. Если вот зима, опять же, у вас идет холод от батареи, жара от, нет, холод от окна, жара от батареи поднимается, и красочка может, да, очень хорошо взбодриться в таких условиях и стать непригодной ни для чего. Поэтому помните об этом, храните краску правильно, и все с ней будет прекрасно. Будете ей красить долгие-долгие времена, пока она у вас сама по себе не испортится с течением времени, потому что краска тоже не долговечна. Главное, правильные условия хранения, и все у вас с краской должно быть хорошо.